Заказали такие аккумуляторы 18650 и будем перепаковывать. У нас, конечно, точечной сварки нету, но будем паяльниками. И обязательно проверяйте, чтобы все они одинаковые были по вольтажу. Нельзя там, ну, допускается, конечно, там, если 3,7, там и 3,9 более-менее. А если 3,5 будет и 4 вольта, то, конечно, где-то там сработает БМС, как говорится. Так что обязательно все проверяйте. Надо подзарядить любым способом. Вот, например, возьмем мультиметр. Переключили мы на 20 вольт. И вот замеряем 4,2,8. 4,2,9. Ну, в принципе, одинаково. 4,2,9. И шестой у нас также показывает 4,2,9. Если будете покупать, то говорите, что нужно обязательно все одинаково, чтобы было. И переходим к пылесосу. Сейчас будем доставать наши аккумуляторы и будем проверять. И в любом случае заменим на новые. Полностью все лишнее отсоединяем. И будем разбирать. Вот тут у нас шурупы идут. И вот на ручке. И поднимем эту верхнюю часть. Отвертка у нас Т10 Торкс. Вот такая. И теперь можно вот поднимать крышку и ее в сторону. И здесь у нас находятся аккумуляторы. Вот первый, вон под низом, второй. Здесь у нас третий, четвертый и пятый. А шестой мы взяли просто на запас, на случай. Бывают такие, когда ты покупаешь аккумулятор, один где-то бракованный. Так что на всякий случай один взяли еще дополнительный. Сейчас полностью его почистим, чтобы был чистый и было комфортно ним заниматься. Все, зачистили слегка и выкручиваем два вот этих шурупа. Отверточка та же, Торкс Т10. Поднимаем все с двигателем. Вот так вот. Будьте аккуратны, чтобы лишнее что-то не оторвать. Отсоединяем разъем. Будьте все внимательны. Это у нас, видите, на аккумуляторы идут. Обязательно делайте фото, куда контакты идут. Вот, например, припой, потому что нам придется отпаивать сами контакты. И что обязательно все это фоткайте, чтобы потом понимать, что куда. Снимаем датчик. Он у нас проверяет температуру аккумуляторов, чтобы не перегревались. И теперь выпаем два контакта. Это у нас плюс и минус. Чтобы все это отделить. Бывает такое, что может вообще пылесос не включаться. Есть вот тут возле пайки у нас идет предохранитель. Вот этот. Его можно заменить и может дальше все заработать. Сняли мы контакт. Плюс-минус. И можно это все в сторону, чтобы не мешало. И у нас остается вот такая, как говорится, платформа. И мы сейчас с ней будем работать. Вынимаем вот эту часть. Тут, кстати, у нас характеристики есть. Сейчас мы будем спаять все по очереди, чтобы вы не запутались. Эти две отдельно. Также и тут будем все по очереди спаивать. Сейчас полностью снимаем прокладки и будем пошагово припаивать новые аккумуляторы. Мы будем паять на эти пластины старые. Так что аккуратненько отрывайте, чтобы осталось более-менее целое. И будем потом на них спаять все это. Так аккуратненько. Конечно, видите, более-менее вот осталось. И мы, конечно, все это пропаяем. Давайте этот контакт сейчас дорвем. Берем наши контакты чуть-чуть
зацарапаем, чтобы лучше олово пристало. Берем канифоль. Она будет хотя бы лучше, чем флюс, потому что флюс может внутрь попасть. Делаем быстро, чтобы не перегреть аккумулятор. Вот серединочку хорошенько так задираем. И канифолю. Так быстренько. Оп, все. Все прихватили. Она вообще даже не нагрелась, даже и теплого нету. И припаиваем прямо сюда. Чтобы не паять сразу здесь, вы просто залудите оловом этот контакт. И потом резко так прижали и пропаяли. Сейчас мы его сразу пропаяем, чтобы на нем было олово. С внутренней стороны. Вот видите, мы припаяли. И проверяйте рукой. Сильно, конечно, не тяните. Вот так проверили. Хорошенько держит. И переходим вот сюда. Спаиваем, как было, а потом отрываем с другой стороны. Вот первый мы пропаяли аккумулятор. Вот видите, как так и должно как будто быть. Все, запаяли, проверили, что не отваливается, и переходим к этому. Уже готовые 2 штучки. Пропаяли все на место. А вы можете, если у вас под рукой ничего нету такого, что закрыть, вот такие, видите, прокладочки. Если у вас их нету, то можете просто изолентой так прокрутить, и все. Переходим к следующим. Вот эти 3 штучки также будем выпаивать и вставлять. Запаяли 3-й аккумулятор. Видите, обязательно проверяйте, чтобы он не оторвался. И переходим еще вот этим последним 2 аккумулятора. Даже видно, как покрылись коррозией. Запаяли все остальные. Вот так у нас все это получается. Давайте еще замерим. Если по 4,2 у нас показывает, то где-то должно быть 21 вольт. Берем тестер. Ставим на 200. Ну да, правильно, так и получается 21 вольт. Это у нас по 4,2 вольта была зарядка. А так минимум должно быть 18 вольт. Это у нас 5 батареек. И давайте запаяем вот это все на место. Это у нас плюс идет с этой стороны. Все паяйте аккуратно, чтобы не зацепить ничего. Да, припаяли 2 контакта, и следующий подключаем разъем. Вот я уже сюда датчик вот на место приклеил и поставил все на место. Пока плата так висит. И давайте попробуем, работать будет или нет. Ну, смотрите, видите, все заработало. Сейчас полностью еще соберем. Давайте его проверим. Да, ребята, надеюсь, у вас все получилось, как у меня. И если что, пишите в комментарии, если возникнут вопросы. Так что подписывайтесь, ставьте лайки.